вот только мы научились тому, что нельзя оставлять отпечатки на месте преступления, как появилась свежая история. Как мы уже поняли, идентификация по отпечаткам пальцев и детектор лжи могут быть подвергнуты обоснованной критике. А есть такой способ поимки преступников, который максимально научен и непредвзят. Да, идентификация по ДНК. Такой способ очень и очень точен, но, например, ту же кровь достаточно трудно найти в земле, особенно если преступление было не вчера. Метод ДНК-идентификации, разумеется, не был придуман для ловли преступников. В 1984 году Алек Джеффрис, профессор генетики, отслеживая генетические отклонения в хромосомной ДНК, заметил, что ДНК разных людей отличаются и могут быть использованы как паспорт, то есть по ДНК можно идентифицировать. Но логично, что нужно постоянно совершенствовать этот метод, чтобы ловить преступников направо и налево. Именно поэтому ученые начали использовать комаров. Что за пургу вы, тупые сучки, несете? Да, все верно, обычных комаров. И первый такой случай был в 2008 году в Финляндии. Там, недалеко от Хельсинки, был украден автомобиль! Исследователи понятия не имели, кто же угонщик. Они обыскали машину, но не нашли совершенно ничего, кроме комара. Жирного такого, обожравшегося, а точнее опившегося крови. Но раз это единственная зацепка, то он был отправлен в лабораторию для исследования. И что вы думаете? Кровь внутри комара принадлежала человеку, который уже числился в полицейских реестрах. Ну а полицейский, который там был, сказал: ну вообще это было необычно, нас же не обучают ловить комаров на задании. А? Ха-ха-ха-ха-ха, вот это я называю полиция юмора. Два моих верных друга хохотуна. Но вообще-то их и правда этому не обучают. Я представляю их удивление, когда таким образом все-таки удалось найти преступника. Алло, да, срочно приезжай в лабораторию. К нам привезли комара, из которого надо достать кровь и опознать преступника. Другое дело, что этот подозреваемый не признался. Но это уже его проблемы. Не надо было машину воровать. Ему что, на проезд не хватало? Он что, не мог, как все нормальные люди, если им на что-то не хватает, просто вежливо у кого-нибудь попросить? Или заработать самому в своем же мобильном телефоне через приложение Абонус, например? Дурак. Что с него взять? Но это все лирика, история на этом не заканчивается. Группа специалистов в Японии в 2017 году, в этом году, предложила использовать новый метод анализа. Изучали комаров этих двух видов. Они часто встречаются на улице с мая по ноябрь, и их часто находили при осмотре места преступления. Ученые нашли добровольцев, которые согласились быть укушенными, а потом они безжалостно убивали этих комаров спустя каждый час. А все для того, чтобы понять, насколько долго кровь внутри комара может сохраняться, чтобы ее можно было использовать для поиска преступников. Выяснилось, что кровь переваривается полностью только спустя 3 дня. И даже на следующий день после укуса можно взять образец ДНК совершенно без проблем. Пау-пау, преступники! Офицер Комаровский теперь будет за вами следить. Поговаривают, что он вампир. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE, и там были предоставлены все материалы и методы. Я не могу понять. Мы так долго не можем найти этих угонщиков. Все, что мы находим на месте преступления, это комары. Думаешь о том же, о чем я? Комары — это и есть угонщики. Вау. Согласитесь, это очень интересно. И в борьбе с преступниками все средства хороши. Но опять же, кто знает, где был этот комар и каких бомжей он кусал перед тем, как прилететь на место преступления. В этом загвоздка, и опять могут сесть не те, кто должен. В этом проблема этих расследований. Я уж очень надеюсь, что преступники ну совсем тупые и никогда не найдут это исследование. Потому что если они его найдут, то будет примерно вот такая картина. Они собираются на дело, там чемодан открывают такие, пистолет, значит, взял. Маску взял. Чуть не забыл. Конечно же, хлопушка. Нужно же главных свидетелей убирать. Но нарушать закон не надо. Еще раз говорю, если вам на что-то не хватает, ну скачайте вы приложение Абонус. Это программа, которая дает вам задание, чтобы вы скачивали другие программы и дает вам деньги за это. Это же вообще изи. Вот скачал, вывел на телефон или на интернет-кошелек. Охренеть, это просто все очень легко. Очень легко. И воровать ничего не нужно. Взяли привычку тоже мне. Ссылка в описании, если что. Чего? За 15 рублей скачать? Я сейчас буду скачивать все приложения. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравился этот маленький фактик. Теперь, когда вы будете гулять с друзьями и кто-нибудь
хлопнул комара. И вы сразу начинаете. Да ты хоть знаешь, для каких целей мог использоваться этот комар? И они такие, что, для каких целей используется комар? Ну, конечно, вы не знаете. С кем я общаюсь? Подписывайтесь на канал. Все вам надо объяснять.